И всем привет, с вами Автомыш, и сегодня у нас, нет, не автомобили просто, а о тюнинге простыми словами. Немножко отойдем от внутрянки, разгрузим свой мозг и послушаем про красивые машинки и их создание. Так что будет интересно, оставайтесь со мной, поехали! У тюнинга очень много направлений, но мы начнем именно с российского, то есть что у нас было в самой России, что придумали русские, и то, что мы уже позаимствовали и усовершенствовали, или наоборот, ухудшили. Вот, так что начнем мы со стенса. Стенс — это достаточно молодое направление тюнинга, но уже популярное, и нашло своих любителей. Взяли мы этот стиль из Японии и США. Стенс переводится как посадка, но низкая посадка — это только половина успеха. Также в стенсе важно расположение колес. Они должны быть максимально широкие и максимально наклонены. То есть они располагаются в арках домиками. Чаще делают отрицательный развал, и получается вот это вот. Можете увидеть на картиночке, там, наверное, более понятно выглядит это все. Также люди, которые занимаются данным тюнингом, натягивают на широченные диски низкопрофильную резину. И вы успешны, если окантовочка вашего диска достает до крыла автомобиля. То есть чем ближе, чем вы круче. Вот. Также у нас поощряется в этом стиле качественная покраска, ухоженный салон, то есть чтобы это выглядело красиво. И частенько добавляют всякие автоаксессуары, которые более подходят к гоночному автомобилю. Такой спорт. Вот. Достаточно красивое направление, мне нравится. Вот. Выглядит это круто. Бэпан. Всеми любимое направление в России, не всеми, но многими. И мы его даже ни у кого не позаимствовали. Не считая Кавказа. Это не считается. Было оно популярно, точнее, начало набирать популярность еще лет 10 назад на Кавказе. Что оно собой представляет? Во-первых, бэпан переводится как «без посадки авто нет». Естественно, это низкая посадка. Используют что пневму, что винтовую подвеску. И самые такие отчаянные — это статика, когда просто пружины отпиливают витки, и все, и в полы. Вот. Больше всего к этому стилю относят приоры, десятки, двенадцатки и жигули, то есть АвтоВАЗ тема. Вот. Еще это тонировка в круг, желательно пятаком, чем темнее, тем лучше. И если говорить о дисках, то люди любят либо хром, либо штамп черный. Также самые продвинутые банщики ставят укороченные амортизаторы короткоходки и вырезают арки. Но это уже жестоко. Короче, 12.5.1 прям по полной. Но это направление в России любят, это направление достаточно доступно, не особо дорого, особенно если вы пилите пружины. Выглядит это на любителя, потому что иногда пороги достают до асфальта, и такой призрачный гонщик, вот, с искрами от машины. Но направление это любят. Автош. Присуще у нас это направление Жигулям, и пришло оно к нам с Азербайджана. В чем заключается суть данного тюнинга? Нужно задрать морду автомобиля, то есть переднюю ось, как можно выше, желательно аж в 2 раза. Вот. Для чего это делалось в принципе? В Азербайджане любили делать так, чтобы машину очень сильно вело, и ее можно было еще поставить на 2 колеса. В России такого особо не делают, просто чтобы морда вверх смотрела. Очень забавно, очень весело, наверное, но очень неудобно, потому что задняя подвеска чаще всего остается стоковой. Вот. А также присущая этому тюнингу тонировка в круг пятаком. Вот. Да? Да. Следующее направление у нас это оффроуд. Очень забавное направление. Я была один раз на соревновании, гонки. Короче, вот поэтому длинном весело. Очень весело. Там такие чудовища иногда выезжают, что аж страшно. Так в чем направление этого тюнинга? Как вы уже поняли, проходимости.
У нас здесь вход идут внедорожники. Здесь нам ставят удлиненные амортизаторы, проставки для подвески, чтобы максимально поднять кузов. Тут внешка ничего не решает. Главное проходимость, чтобы вот ты по болоту ехал и в нем не остался. Впрочем-то, украшений здесь мало. Это шнуркель, который спасает автомобиль от заития двигателя. Люстра, вот эта вот светящаяся балка на крыше, которая освещает путь. Зубчатая резина. Ну, лебедка. Лебедка такое все украшение, конечно. Но лебедка. Вот. Все эти автомобили чаще всего покрывают специальной краской матовой для внедорожников и всего вот этого вот непроходимого дерьма. Вот. Так что, если вы занимаетесь этим тюнингом, вы можете залезть в лес, и вам ничего не будет, ни скола, ни царапин, ничего. Очень забавное направление, а самое главное, подходящее для России, вы ни в каком сугробе не застрянете ни в болоте, ни в озере, если такое маленькое озеро, в болоте, короче. Следующее направление у нас это боевая классика, мое любимое направление, потому что доступно почти каждому, но если вы прям в это не вникаете. В чем суть? Боевая у нас это расшифровка того, что машина будет ушатанная, а классика это расшифровка того, что у нас туда входит в основном Жигули. То есть от копеек до семерочек. Что там важно? Главное, что не важно там внешка. Главное это способности автомобиля к дрифту. Туда у нас входит всякая заварка дифференциалов, разварочки, рычаги, гидроручники. Вот это вот все, чтобы хорошо раздавать бочком. То есть, если раньше это не считалось никаким тюнингом, потому что это больше ушатывание автомобиля, не считая вот всяких заварочек и всего остального, кто этим занимается, а многие этим не занимаются, то раньше это просто, пацан взял у деда Жигули, пошел, подрифтил у столба, вшатал его в стол. Все, боевая классика. Впрочем-то, всякие тюнячки а-ля для гоночных автомобилей в Жигули вешают, но это чисто для успокоения своей души. К тюнингу это особо не относится. Есть, конечно, красивые проекты, над которыми прям стараются. Есть очень красивые корчи, но боевого в них мало, так что их жалеют и не бьют. Боевая классика это вот то, что там в вас влетели, вы взяли молоточек, выстучили автомобиль, вот эта вот шпакля упала, краска упала, все отвалилось, и вы поехали дальше счастливые. Чем больше шрамов в автомобиле, тем он красивее. Вот настоящее такое мужское направление тюнинга. Мне очень нравится, я очень хотела себе сделать Жигули белые, в цепях, с размазанными красными потеками, вот. Но я подумала, что это не надо мне пока что. Я хочу жить и не мотаться на столб. Вот, дальше. Следующее направление у нас это кастом. В России оно имеет место быть, но не особо популярно. Пошло оно у нас в США. Началось это с облегчения автомобиля, то есть когда изменяют тяжелую кузовню на более облегченную из всяких других материалов, или же когда машину делают полностью с нуля. Вот. Таких проектов у нас в России не так много, но есть. И есть также проекты, которые привезли из США в Россию. Таким явным примером это является российские такие вот штучки самоавто. Но сказать, что это направление очень тяжелое, ничего не сказать, потому что мало того, что это очень много финансов, так ты должен быть еще и с мозгами, то есть ты никакую тюнячку просто не повесишь на машину, ее надо собрать, так что инженерное познание у тебя должно быть на 5 с плюсом, вот, чтобы ты все-таки смог на ней поехать и не умереть, и чтобы ничего не развалилось. Вот, так что надо будет учесть конструкцию автомобиля и его езду, чтобы он был на ходу, вот, так что такое направление тоже есть, но встречается достаточно редко. И последнее направление на сегодня, которое популярно в России, это лоурайдинг. Я не выговариваю «л», но
Рома напишет вот здесь вам слово, так что вы его прочитаете. Это у нас пришло из США и относится к богатому населению, потому что это недешево. Выбрали они для таких тюнингов длинные седаны или же старые купешки. В чем суть тюнинга? Это, во-первых, они стремятся к самому минимальному клиренсу, но чтобы машина была на ходу. Здесь у нас в ход идет винтовая подвеска, пневматическая, гидравлическая. Главное, чтобы она ехала. Потом, это колеса. Колеса по канону должны быть многоспицевые и хромированные. И третье, это окраска автомобиля. Чем сложнее окраска, вот прям такая сложнейшая окраска, тем лучше, тем больше уважения у вас, у коллег по тюнингу. Вот. Ну, не дешевое направление, не дешевое также, плюс это салон. Вот, он должен быть тоже красивым, богатым. И у нас в России тоже нашлась машина, которая идеально подходит для этого тюнинга. И это Волга. Вот, Волги выглядят в этом тюнинге великолепно. Я надеюсь, мы найдем достойные варианты вот здесь вот сбоку. Особенно 24-е. Так что в России тоже есть машины, которые можно так затюнячить. И даже красиво, богато. Но молодцы. Вот, горжусь. Впрочем-то, на этом у нас все. Вышел такой ненапряжный, но познавательный выпуск с картиночками. Вы просто посмотрели, послушали. Все здорово, думать особо и не надо. Вот, так что дальше у нас будут остальные стили тюнинга в других странах. Возьму Японию, потому что Япония. Это круто. Вот. Так что всем спасибо за просмотр. Всех люблю. Всем пока. С вами была Автомышь. Люблю, целую. Люблю, целую.